Привет, друзья, с вами Лада, и в этом видео речь пойдет об укороченных рядах в плетении из газет. Это наша палочка-выручалочка, особенно если нужно изменить формы, где-то поднять плетение, искривить форму, сделать какую-то выемку. Сейчас я показываю варианты работ, где использованы укороченные ряды. В этой корзиночке с помощью укороченных рядов мы сделали плавное поднятие этой стенки. А в этом кашпо с помощью укороченных рядов мы сделали вот такую небольшую выемку. Колпак принял вот такую изогнутую форму именно с помощью плетения укороченных рядов. Также в большинстве случаев укороченными рядами выплетаются и кармашки у дор-баскетов, вот таких настенных корзиночек. А вот в таких необычных, нестандартных формах, как это дерево, укороченные ряды то, что нужно. С их помощью можно слепить, сплести практически любую форму. Укороченные ряды – это не полные ряды, когда мы плетем до какого-то места и разворачиваем рабочие трубочки в обратную сторону. Главное в этом деле понимать, на каких стойках вам нужно сделать разворот рабочими трубочками. Это зависит от формы и размера вашего изделия и от того, что вам конкретно нужно. Например, вот в этом колпаке мне нужно было, чтобы колпак был наклонен в эту сторону. Соответственно, с этой стороны нужны были дополнительные ряды. Поэтому именно в этих местах я разворачивала рабочие трубочки и плела дополнительные неполные укороченные ряды. Поэтому здесь есть поднятие. А в этой стороне наоборот, рядов стало меньше, и колпак тем самым стал здесь сгибаться. Да, учтите еще тот факт, что для таких изогнутых форм нужны увлажненные стойки, но это уже тема для другого видео. Укороченные ряды можно сделать, когда вы плетете ситцем или веревочкой в 2 или более труб. Когда вы делаете укороченный ряд ситцем одной трубочкой, здесь нет особых премудростей. Там, где нужно повернуть трубочкой, в этом месте сминаете трубочку аккуратно, чтобы не было заломов на витке, делаете виток вокруг стойки в обратную сторону и плетете в обратном направлении. По такому же принципу можно плести укороченные ряды, когда вы плетете ситцем не одной трубочкой, а 2 трубочками вместе. Но мне этот вариант не очень нравится, поэтому я его очень-очень редко использую. Вот в этом дор-баскете делала развороты одной трубочкой, в некоторых местах разворачивала рабочую трубочку на одной и той же стойке по 2 раза. И здесь вот такие получились большие отверстия. А в этих местах разворачивала трубочку на одной стойке, и отверстия получились маленькие. Когда плетете 2 рабочими трубочками, веревочкой в 2 трубочки, например, то можно сделать развороты 2 способами. Первый способ – можно развернуть 2 рабочие трубочки сразу на одной стойке. Вот так это выглядит. Но тогда при плетении последующих рядов в этих местах будут большие отверстия. Они уместны не во всех случаях. А вот во втором варианте разворот рабочих трубочек происходит на разных соседних стойках, так как на видео я показываю. Я плету здесь слева направо. В этом случае мы еще и меняем положение трубочек при плетении, то есть плетем обратной веревочкой в обратную сторону. Тогда рисунок не сбивается. И разворачиваю рабочие трубочки в обратную сторону. Также, но плету уже прямой веревочкой, рисунок не меняется. При таком плетении укороченных рядов я советую второй вариант, когда мы разворачиваем рабочие трубочки на разных соседних стойках. В этом случае практически не будет больших отверстий, плетение плотное получается, а в первом варианте отверстия больше, это видно. Но здесь уже решайте вы сами, дело вкуса. Но в некоторых случаях и первый вариант смотрится очень даже интересно. В развороте рабочими трубочками при плетении веревочкой в 3 трубочки можно сделать следующее. Здесь я плету слева направо, поэтому разворот рабочими трубочками я делаю так, как на видео. И плету в обратную сторону, чтобы рисунок не менялся, обратной веревочкой в 3 трубочки. То есть каждую правую крайнюю трубочку я завожу за 3-ю стойку по 2 следующих. У меня есть отдельное видео на канале по плетению прямой и обратной веревочки в 3 и более трубочек. Обязательно заглядывайте в описание, там я оставляю ссылку на это видео.
И здесь я снова делаю разворот и вот таким образом поворачиваю рабочие трубочки в обратную сторону, то есть уже вправо. И плету дальше, плету здесь прямой веревочкой в 3 трубочки, потому как при таком плетении рисунок не меняется. Если вы изначально плетете в другую сторону, то соответственно все делаете зеркально тому, что я показываю в этом видео. Также с помощью укороченных рядов можно как бы выплетать ручки внутри самого изделия. Вот так это будет выглядеть. Эти ручки очень актуальны в плетении коробов, например. Или, например, вот в этой корзиночке вставку сердечко я плела с помощью применения укороченных рядов. На самом деле фантазии нет предела, а укороченные ряды нам в этом только помогают. Вот, собственно, и все об укороченных рядах. Если остались вопросы, обязательно пишите в комментариях. И благодарю вас за то, что смотрите видео до конца. Легкого плетения, увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Также смотрите другие интересные видео-мастер-классы по плетению из газет на моем канале. Здесь вы точно найдете что-нибудь для себя полезное. Пока-пока!